Мы в Омске. Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию. Смотрим на короткие программы наших девушек. Мне кажется, было все сделано очень достойно, и мы увидели тройную акцию. В принципе, прокатом довольна, но баллы, конечно, не то, что рассчитывала. Ну, значит, я еще не смотрела протокол, значит, там, есть много помарок. А тренер что сказал? Чуть-чуть так пару слов перекинулись, но, в принципе, она вроде как довольна, сказала, что я с головой ехала, и это самое главное, и держала вращение. Последний этап Гран-при. Ты каталась в первой разминке, последняя. Какие твои эмоции были? Смешанные чувства. Но когда я ехала, получается, еще в автобусе сюда, немножко переживала, когда уже мы добрались, я начала разминаться, в принципе, волнение ушло. И между разминкой и прокатом тоже не особо нервничала. Слушала музыку в себе, все нормально было, по крайней мере, по волнению точно. Какая музыка тебе нравится? В принципе, можно сказать, меломан, но вот сейчас я слушала более задорную музыку, мотивирующую. Несколько раз градусы «Научиться бы не париться» слушала. Что-то такое, с мотивацией, что было. Научиться бы не париться по пустякам. И не болеть с утра по по понедельникам. И от того, То, что не нравишься, не мучиться. И быть уверенной, что все получится. Да. Как на произвольно будешь настраиваться? Наверное, так же, как и на Красноярске. Я там уже после короткой поняла, что я уже ничего не теряю, и спокойненько, вообще абсолютно без нервов на произвольную выходила. Надо так же, я считаю. 2 тройных акселя. Да. Стой! Прям для приземления было очень опасно. Ой, хорошая арена такие. Басы слышно. Хлопки тоже. Очень яркий прокат. Единственное, что она поменяла каскад, он должен был быть во второй половине программы, насколько я помню. На этом этапе Гран-при они решили перестраховаться, видимо, и поставить первым прыжком, чтобы если что-то пошло не так, что-то не получилось, то можно было бы поменять каскады и сделать его во второй половине программы. У тебя есть такой интересный элемент в дорожке шагов. Ты делаешь колесо не на закатанном льду. Просто я помню, как я пыталась это делать, чуть не упала пару разиков. В дальнейшем это был элемент как ультраси, знаешь, что непонятно, как он пойдет. У тебя еще перчаточки такие из такого материала скользкого. Вот что ты перед этим элементом думаешь? Или есть какие-то... Я как будто не думаю уже, Нет? я просто, иду и делаю. Но я вижу под собой просто, что там есть немного такие следы. Все равно они есть, не прям чистый лед, поэтому не сложно. То есть ты в определенном месте это всегда делаешь? Когда я выхожу из вращения, вот я так чуть-чуть смотрю на лед предварительно и смотрю, чтобы я встала руками на чуть закатанный лед, и я руки просто ставлю ближе к себе, чтобы на них встать, на ось. Чтобы они не разъехались. Да. Произвольная программа уже совсем скоро, точнее завтра. Волнуйтесь, либо у вас 100-й балл, разрыв там от первого места. Завтра, как обычно, у нас борьба будет. Давай только не со мной, пожалуйста. Не с собой. Не буду, конечно. Я очень хочу, чтобы Пойдешь на риск? Ну, конечно. 2 четверных тулупа. Ну, дай бог. Но вот на тренировке вчера, видишь, были? Да. Я надеюсь, что и завтра буду. Главное, по темпу попасть. Да. А какой темп там должен быть? Вот, Кстати, папка. это, наверное, какой-то маленький секретик, я сейчас расскажу, что я на четверных слежу за своим дыханием. У меня на определенный шаг вдох, на определенный выдох, и прыгаю я на вдохе. Это такой интересный факт. Но я так просто лучше концентрируюсь. Ну, то есть, давай, первый. Так, Тройка. я захожу. Так, Да.
И Да. вот это интересно, кстати, это очень интересный факт. Спасибо тебе большое. Что, За ты него. тоже попробуешь? Я буду с тобой вместе. Да, ну все, ты завтра Всё. будешь со мной завтра дышать. Да. Кстати, ты сказала, что у меня был энергичный прокат, по моим ощущениям, ну такой не очень прокат был. Возможно, это связано с тем, что у меня луц просто такой был опасненький чуть-чуть. Ну да, но во всем остальном Да, ты все передала остальное. образ. Все остальное было в целом хорошо. Мне Сергей Викторович сказал, что дорожку 3-го уровня поставили. Да. Но я не знаю, как по итогу в распечатке будет, надо будет посмотреть. Но на табло было 3-го уровня. Вот, а был бы 4-й, была бы 1-я. Давай завтра Да, максимально кстати. за всем надо следить. Мне кажется, у нее очень интересная программа, и что самое главное, ей очень подходит этот стиль, то есть она хорошо подобрана была тренерами, они точно попали прям в цель. Кстати, интересно, что в прошлом году именно здесь проходил чемпионат России, и в этом году это заключительный этап перед чемпионатом России, который будет проходить уже совсем скоро в Петербурге. Отличная возможность проверить себя на таком большом стадионе, когда на тебя смотрят много зрителей, понять, какие ошибки есть, что-то доработать. Я больше не хочу смотреть в твои глаза. Тебя во снах живу я видимо. Но учитывая всю ситуацию происходящего с началом сезона Sony, я могу сказать, что это более-менее достойный прокат. Видно, что физически она пока что не в очень хорошей форме. Тем не менее, мы рады ее тут видеть. Не сдалась, и тренеры говорили, ну, есть такая возможность, хочешь, давай поедем. И она сказала да. Она не побоялась, да, поеду. Это было очень хорошо, очень резко и высоко. Очень уверенно, ярко и с эмоциями был прокат. Мне очень нравится новая Соня. И брать произведение по типу Кармен нужно быть очень сильным внутренним характером и точно понимать, что музыка и вот этот образ тебя не съест, а наоборот ты будешь максимально хорошо его отыгрывать и быть мощнее музыки. В полной мере ты раскрыла этот образ. Твои ощущения после короткой программы? Я собой горжусь, как вчера вопросы были такого характера. Не знаю, сейчас надо чуть-чуть успокоиться, не расплескиваться эмоциями, энергией своей. Наоборот, подзарядиться, вот, отдохнуть, настроиться на завтрашний прокат, вот, и бороться до конца. Мне кажется, что ты не боролась, а именно наслаждалась, и мы наслаждались вместе с тобой. Вот у тебя такое было? Это очень редкое ощущение для спортсмена, когда ты прям кайфуешь, а не контролируешь все свои движения. Не знаю, я как будто бы заранее чуть-чуть по-другому настраивалась и прибегнула к совету Лизы Туктамышевой. Вот. И Какой секрет. Секрет.
Кстати, ее здесь не было. Да, Это она не, как-то она, не, повлияло она на- не смогла приехать, вот, но мы с ней на связи, поэтому все хорошо. По-другому себя ощущала сегодня, и даже когда катала, то есть у меня такое ощущение было, что все немножко в замедленном действии, что я успеваю посмотреть буквально на каждого, что ну, я старалась даже, вот, например, я начала программу, обычно я чуть-чуть поспокойнее ее начинаю, а сейчас как-то эмоции меня взяли, не отпускали, но потом я такая, так, убираем все мысли, собираемся, раз, просто вот в моменте как будто все из головы выбросила, сделала и дальше пошла сосредоточенно. То есть у меня такое поэтапно как будто было прям, именно по эмоциям. Очень маленький разрыв у вас после короткой программы. И какой тактики ты будешь придерживаться? Просто спокойненько чисто откатать, либо же как-то рисковать? Рисковать нечем, в принципе. Каскад во второй половине программы. Пока что я придерживаюсь плану, который мне поставили тренеры, просто делать по максимуму и не Будь что волноваться. будет. Но, кстати, в детстве я так себя и настраивала, когда совсем маленькая была. Не знаю, ну и потом старалась, но это как-то в последнее время не помогало. Вот я такая, ну, тебе терять нечего, будь что будет. Но ты делаешь просто максимум Сейчас так, своих возможностей. сейчас так нельзя, поэтому надо сосредоточенно, ты делаешь все по максимуму, борешься и наслаждаешься. Вот какое у нас слово появилось в лексиконе Сонечки. Да, правда, я катала, наслаждалась, а потом перед дорожкой такая, блин, я устала наслаждаться. Такая, дайте мне силу. Мы Что-то я тебе выдохлась. давали, всей арены мы тебе давали силы и даем тебе силу на завтрашний произвольный прокат. Она как будто держит в каком-то напряжении постоянно. У нее и каскад во второй половине программы, это тоже определенный риск. И ты прям знаешь, что у тебя еще есть каскад. И если ты ошибешься, то ты просто отлетишь там на какой-нибудь, ну, за пятеркой точно ты будешь. А если ты сделаешь, то будешь первый. И вот эта грань, она очень цепляет, и круто, что она так рискует. По ощущениям, прокат был уже лучше, чем на прошлом этапе в Москве. Конечно, очень много еще недочетов, но потихоньку улучшаемся, и к чемпионату буду уже лучше. Каких недочетов? Можешь Ну, поделиться? прыжки были не такие уверенные, как могли бы быть. Ребро на флипе не самое лучшее. Дорожка пока что еще 3-го уровня, хотя на прошлом этапе была 2-го, то есть уже как бы получше, но все равно немножко я там подпрыгиваю, пошатываюсь. Мы на тренировках видели четверной прыжок сейчас. Пойдешь на риск? Вот я Да. всех спрашиваю, все идут на риск. Да, конечно, буду прыгать Сальхов. завтра. Сальхов. Совсем скоро чемпионат России. Как ты думаешь, над чем будешь работать? В короткой программе будем как раз-таки вот над дорожкой работать, над прыжками, чтобы не было никаких ребер, чтобы они были более уверенные, плюсовые, чтобы все элементы были в плюсовой зоне, как можно больше за них получать баллов. Вот, работать также над скольжением, над программой. Еще можно лучше, спокойнее, мягче кататься, лучше передавать образ. Всегда есть что улучшить. Ого! Что? Расскажи нам. Это, Это- кстати, интересный факт. Колготки, носки. Да, просто в колготках мне неудобно кататься, потому что они очень скользкие в коньках, и у меня скользят в них ноги. Поэтому Это я факт. вот вышиваю такую аппликацию, вот, чтобы мне было удобно, и колготки были сверху, ну и плюс там носки, в которых мне просто удобно кататься. Я об этом, кстати, не додумалась. Я просто отрезаю носок колготок и, получается, натягиваю как, ну вот как здесь у меня есть, Да, я и сверху поняла. носок типа короткий. Ну, вот так вот. есть Такие как бы риск, интересные что факты. может сползти. Просто не очень красиво все-таки на каблук, и больше мне нравится, когда колготки в конек, поэтому вот такая вот идея. Ну да, взрослое женское катание. Знаю, что все потеряли Алису.
Просто у нее было супер плохое настроение. Не самый лучший тренировочный день, так скажем. Сегодня много было помарок. Сейчас посмотрим. Потому что она соберется, у нее очень спортивный характер. Я бы сказала, даже железный. Как это вообще возможно? Мне кажется, очень хороший, достойный прокат. И, да, видно было, что ты очень переживаешь. Расскажи про свои ощущения и почему так, я вообще не согласна на самом деле. Ну, прокат был действительно неплохой. Меня немного подшатывало, но это не связано как бы с волнением. Я сегодня, наоборот, меньше, мне кажется, волновалась, чем обычно. Ну, просто техническая составляющая немножко не дотянула. Я хотела спросить про вообще твои эмоции, последний этап Гран-при, завтра произвольная программа, последние приготовления перед чемпионатом России. Мне кажется, это один из самых как бы таких серьезных этапов именно по составу девочек. И мы будем бороться, как бы настрой боевой. Ты с мамой приехал? Да. Как вот мама тебя поддерживает, и бывает ли такое вообще, что как-то могут что-то вообще извне сбить твой настрой? Мама, конечно, меня очень поддерживает, и мы с ней работаем как команда. Она вот со мной вместе ездит на каждое соревнование, и у нас уже есть какой-то план, там я делаю это, она делает это, и мы как-то вот так спокойнее мне даже подготавливаться к выступлениям. Ну, есть какие-то нюансы, которые которые ты вот можешь могут нам рассказать? Да, она меня провожает вот к двери, получается, входной на арену. Мы с ней обнимаемся, она мне дает как тоже такие наставления небольшие. Ну и все. И больше мы как бы уже после этого связь особо не поддерживаем. Она мне может написать, когда какая девочка едет, ну, чтобы я понимала, там, когда коньки одевать или когда выходить, да, на 6-минутку, я ее могу попросить. Да, она сидит на трибунах и вот может мне написать или позвонить, сказать: Алиса, давай быстрее. На произвольной программе будешь рисковать? Конечно, буду рисковать, но я еще пока не знаю сама, чем. 3 четверных? Не знаю еще. У тебя была не очень хорошая тренировка вчера. Ну, Ты как-то самая быстро удачная. промелькнула мимо меня, я не успела даже тебя... Меня забрал Билл заставить. Маркович, он говорит: все, давай. Там было немножко, я не в состоянии была просто. Ну, расстроена, понятно. Ну, даже не Или с этим не связано. с этим? Ну, так, немножко я не в состоянии была, да. Что-то Я тебя за- беспокоит, у тебя коленка, я видела у За тебя вчера. 10 дней вот я приболела, и сейчас что-то никак отойти не могу. Поэтому, Ну, давай, чаечек, как бы, имбиречек. да, буду, да, продолжать бороться, и, как я повторюсь, у меня настрой боевой. Короткие программы девушек подошли к концу, ждем произвольных программ, будет очень интересная борьба. Не переключайтесь.